Всем здорово, народ! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых болезненных, но в то же время невероятно забавных тем в мире WoW 3.3.5. Мы поговорим о спеке, который вызывает у одних ностальгическую улыбку, как говорится, теплые сексуальные чувства. Такие добрые сексуальные чувства. У других вызывает нервный тик, но у большинства лишь недоумение. И да, сегодня на нашем операционном столе Энг-шаман в рамках PvP составляющей игры. Я лично достаточно посредственно знаком с данным класса спеком, поэтому основной целью данного видеоролика является собрать, скажем так, обратную связь, прочитав все ваши комментарии. В общем, буду говорить тезисы, а вы будете с ними соглашаться или опровергать. Все, и всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Обычно, когда мы говорим про какую-либо арену на Лич Кинге, в основном у нас в голове всплывают сразу образы рыцарей смерти, всевозможных, и паладинов, естественно, как наиболее частых представителей. И где-то там далековато мелькает силуэт шамана. И если, опять же, мы говорим про Элем Шаманыча, особенно в последних патчах, когда там много хосты у всех и так далее, мы сразу представляем себе, да, молнии, лавоберсты, огромный, мощный, соответственно, урон, критовый, прям вкусно. А вот если это Энг Шаман, что ж, тут начинается самое интересное. Во-первых, встречается достаточно редко, но при этом, если кто-то играет или пытается играть за Энг-шамана, у них обычно любовь к данному классу спеку максимальная. Мне вот периодически всегда кто-нибудь да напишет, либо там в комментах, либо в ТГ-канале соответственно, а как там Энг-шаманыч, не желаешь ли попробовать, потестить, поиграть и все в этом духе. Делаем вывод, что Энхич в 3.3.5 в PvP это не просто спек, а такое состояние души. И часто пограничное с мазохизмом каким-то. Я даже помню, был забавный момент, когда я на арену попадаюсь, соответственно, у меня в команде присутствует Энг-шаманыч, и ему лекарь мой союзный начинает в чат писать, типа, братишка, ты, может, перепутал, соответственно, специализацию свою, там, нажмешь кнопочку, респектнешься в Элема, мы подождем. И это я не к тому, что игроки за Энг-шаманом что-то там не то делают, нравится тебе спек, играешь, 0 вопросов. Просто данный класс спек всегда окружает какая-то мемная аура. Очень уж любят рофлить над энхами. Ну, либо аура максимального такого скептицизма. И вот почему так? Вопрос возникает, потому что, в принципе, насколько я знаю, в ПВЕ к энхичам достаточно лояльно относятся. Может быть, тоже там есть какие-то приколы в эту сторону. Но вот в ПВП Энг-шаманыч уже точно стал где-то вот синонимом мема, скажем так. Он как-то просто не вписывается в общую картину ПВП-меты, вот ЛК, что ли. И вот хотелось бы разобраться с данным феноменом, потому что, опять же, Элем-шаман — это какой-то сын маминой подруги, который всегда приносит пятерки, скажем так. А вот энхичи, да, совершенно противоположно. Надо бы поговорить о плюсах Энхича, об его уникальных механиках, соответственно, но и о катастрофических минусах, конечно же, которые, по сути, и определяют PvP-шную судьбу данного класса спека. Коротенькая интеграция от спонсора farmin.ru. Слышал, там можно прикупить золото как для игры на официальном сервере, так и на приватном, а также валюту для других игр. Уже 6 лет на рынке, более 2000 довольных клиентов. Ну а по промокоду и так выгодные цены становятся еще ниже. Как будто бы основной тезис, связанный с Энг-шаманычем в 3.3.5, звучит следующим образом. Это ходячее казино. То есть воплощение теории вероятности в кольчуге какое-то. И вся PvP-шная эффективность и, в принципе, надежда на победу Энхича в PvP крутится вокруг двух ключевых механик. Это оружие водоворота и неистовство ветра. То есть вы начинаете бой, начинаете бить врага, и каждый удар имеет шанс дать вам стак оружия водоворота. 5 стаков нафармили, и вы можете мгновенно, без каста, произнести любое заклинание. Это может быть как мощный отхил, условно. Это может быть хекс моментальный в лекаря вражеского. И даже это может быть лава-бёрст, который вроде бы Энг-шаманом не качают, но если вы уж взяли этот поинт в талантах, то как будто бы и лава-бёрст тоже можно, соответственно, выкинуть в противника. Так что вот эти 5 стаков как раз-таки это туз, спрятанный в рукаве. Но до них еще нужно дожить. И, соответственно, самое главное, чтобы они прокнули вовремя. И второй пунктик, да, это неистовство ветра. Чарка на оружие, сравнимая с личным автоматом в Лас-Вегасе. Вы также начинаете условно сражение с противником и ждете прока. И вот если повезло, все, экран трясется, цифры критов улетают, вау, у врага там может 1 000 000 хп за секунду улететь. Но вот если не прокает, то у вас депоса достаточно мало, и как бы резко заберстить противника вы, по сути, не можете. И по итогу получается какая-то игра в рулетку. И в этом, я так понимаю, вся ирония, связанная с Энг-шаманычем, потому что вы постоянно ждете того самого момента, когда сойдутся звезды, и вам прокнет условно Винфьюри, вы настакаете 5
стаков водоворота и наконец-то сможете нажать кнопочку «Убить» условно. В промежутках между всем вот этим делом вы, естественно, ставите тотемы, пытаетесь как-то бегать, пуржите противника, если в этом есть смысл. И опять же, выжидаете, пытаетесь поймать тот самый момент. И вот проблема в том, что до этого самого момента доживают не все. А если вы все-таки поймали какой-то условный момент, то враг может нажать сейвы. Это же не просто так, что он в АФК будет стоять и смотреть, как вы его убиваете. А гарантировать идеальные тайминги для своих бурстов вы опять же не можете, потому что вы зависите именно от проков, то есть от рандома. И я так понимаю, это и есть основная проблема Энхича в ПВПшке. Пишите в комментариях, прав я здесь или не прав. У вас, конечно, есть парочка мощных кнопок, которые вы можете поражать по своему желанию, скажем так. Это волки спиритические, единственные ваши настоящие друзья в этом мире жестоком. Потому что они, естественно, дают вам дополнительный урон, они подстанивают врага, они там, по-моему, даже отхиливают Энхича. В общем, действительно приятная и мощная кнопка. Но в основном от волков просто пытаются бегать, как-то выжидать момента, лосать в это время Энхшаманыча. И когда они заканчиваются, там уже все это дело попечальнее становится. И, естественно, БЛ максимально мощная кнопка, которая еще и на всю вашу тиму работает, но это как бы не что-то уникальное только у Энхшаманыча имеющееся, поэтому, наверное, учитывать не будем. Но все ли так плохо? Мне кажется, что иногда Энхичи могут действительно показывать зубы. Поскольку главный, такой неоспоримый, пожалуй, единственный стабильный козырь Энха — это его антимагический арсенал, скажем так. Ну, во-первых, пурж, понятное дело, или очищение, в общем, снятие бафов. В 3.3.5, наверное, это самая или одна из самых раздражающих кнопок в игре для любого кастера. Щиты мага можно распуржить, насколько я знаю. У друида его хилящие ходки можно распуржить. С палычей вроде как можно спуржить боб или сакру. Вот если это все можно действительно диспелить, то это прям невероятно сильно. Можете поправить меня в комментариях, если я ошибаюсь. Поэтому пурж — это то, что делает Энха супер полезным саппортом в этом плане. Поскольку вы не просто бьете врага, вы с них еще и полезные фишки снимаете, как штанишки. Во-вторых, тотем заземления. На самом-то деле невероятная вкусняшка. Опять же, это не какая-то уникальная особенность Энхшамана, но, блин, слишком сильный тотем. Тот самый, который впитывает в себя любое направленное заклинание в вас или вашего напарника, который летит. Видим, как Варлок кастует Хаусболт, ставим граундинг тотем. Магич пытается в полиморф вашего лекаря поймать, ставим граунд тотем. В общем, невероятно много применений. Опять же, под конец каста, если ставить, его никто сломать не успеет, среагировать не успеют. Так что супер сильная деф-обилка. Ну и если продолжать тематику с тотемами связанную, то тотем трепета, как саппортящий спелл, также невероятно полезен. Присты, варлоки, вот все эти ребята идут лесом, максимально им неприятно против Шаманыча играть. И вот получается, что суммарно Энхшаманыч в роли второго дамагера, который много саппортит именно своей тиме, выглядит достаточно неплохо. Потому что это все-таки милишник, который может создавать неприятный прессинг по противнику, постоянно замедляет таргет, туннелить его, так вот покусывать, потому что, опять же, под проками достаточно неплохой депос вылетает. Да и в контроль можно лекаря вражеского постоянно закидывать. Плюс, опять же, мы вспоминаем, что у нас есть пурж. И вот параллельно с этим туннелингом противника вы также еще до хрена пуржите, приятные бафы с них снимаете, вы кикаете касты, вы ловите вражеские касты тотемом заземления и также диспелите различные там контроли в виде феров. Потом бац, вам прокнул Винфьюри, и какой-нибудь маг улетает на кладбон, если опять же повезло с уроном. Здесь все-таки, наверное, самый главный вопрос заключается в стабильности, поскольку вы не можете на Энхиче прямо постоянно и гарантированно в нужные моменты делать все то, что вы хотели бы сделать с противником. Подиспелить контроль, попоглощать заклинания, да, можете, но вот выдать бёрст урон конкретно в данную секунду не всегда получается. И все же, при всех этих крутых фишках, Энхшаманыч 4.3.5 считается достаточно слабым и маловато все-таки Энхичей на высоких рейтингах. Тут, наверное, две такие фундаментальные проблемы есть. Первая — это выживаемость, и вторая — это кайтинг. Начнем с выживаемости, соответственно. Если так подумать, то Энхшаманыч как будто бы самый мягкий милишник в игре. Насколько я знаю, у Энхича нет какого-то пассивного снижения урона, типа как у паладинов. Нету щита, который можно будет поднять в критический момент. Нету бабла. Если даже с разбойником сравнивать, у того всегда есть эвейжен, у него есть плащ теней, у него ваниш есть. В общем, засейвиться прям много вариантов. У Энхича, мне кажется, есть только надежда на то, что его не будут сильно туннелить и пытаться
фокусить. Ну, понятно, есть там парочка кнопок, которые позволяют дольше пожить, но ничего такого сверхъестественного по типу вот зеленка ДКшника, имба имбульная, бабл паладина не нуждается в представлении. Глухая оборона Варыча и так далее. В общем, у Энхича, конечно, с этим похуже дела обстоят. Поэтому, если на вас Армс Воин какой-нибудь сел, вы превращаетесь в грушу для битья. И никакая ярость шамана, которая там немножко депаса по вам понижает, вас не спасет. Это как пытаться остановить цунами зонтиком. Так распахнул, ой, такой, не, стоп. Мне неприятно. Вторая беда Энх Шаманыча — это мувмент и все, что связано с кайтингом. Мне кажется, это прямо больная тема для любого Шаманыча Энха. У вас нет ни рывка, ни прыжка. Я не знаю, телепорта у вас никакого нет. И как бы да, есть призрачный волк, но он, видите, в соло не работает, его недостаточно. У вас, конечно, много замедления есть, вот можете фрост-шок накинуть, руты на какого-нибудь чела, которого вы не бьете, но anyway, лично вам догнать противника достаточно тяжело, особенно если это какой-то мобильный противник по типу мага. Эта проблема на самом-то деле гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд, потому что для дамага вам тоже мобильности не хватает. Поскольку если вас противники кайтят, и вы не постоянно имеете возможность их бить, вы не получаете достаточно стаков, соответственно. И по итогу у вас хила может не хватать, и дамага тоже. И еще третий пункт, насколько я знаю, с маной также проблемы у Энх Шаманычей. В затяжных боях это прям сильно сказывается. И да, есть там талант на реген маны от ударов, но опять же для этого нужно бить. А если вы бегаете за кем-то 2 минуты, прожимая пурши и шоки, условно, ледяные, то ваша мана скажет вам «до свидания». С этой точки зрения, как будто бы самое приятное, в принципе, сценарий PvP-шных арен для Энха — это когда у вас в тиммейтах тоже милишный какой-нибудь класс по типу Вара или Паладиныча Ретрика, и вы прямо с самой нулевой первой секунды упарываетесь во вражеского ДЦ-преста в идеале и за заезд под БЛом убиваете. Если не получилось, все, проиграли, регейм next. Но опять же, для этого нужно, чтобы у вас сетап был подходящий хоть каким-то образом, и чтобы противники дали вам возможность реализовать все ваши вот эти туннельные заезды, а не просто станами различными и контролем переждали ваши бурсты. Кстати, если говорить про сценарии и про сетапы, есть одно место, одна святая святых, где Энх Шаман не просто неплох, а раскрывается по-настоящему и становится страшно. Это сетапчик, который вошел в историю World of Warcraft как Beast Cleave. Наверное, это одна из основных причин, по которой Энх Шаман вообще существовал в PvP на высоких рейтингах. Репутация, конечно, такая себе у данной связки и комбинации. Просто многие очень сильно к этому негативно относятся. Часто можно услышать мнение, что это максимально тупой геймплей на одну извилину. И в этом есть, правда? Потому что геймплей на самом-то деле данной связки — это особо не про тактику, не про контроль и не про долгие какие-то затяжные игры. Это про то, чтобы вжать все кнопки, что у вас есть, за 10 секунд, соответственно, превратить противника в фарш. То есть как бы там W не отпускается вообще ни на секунду. Бои супер быстрые, динамичные и туннельные. Там либо победа, либо поражение определяется очень спешно. Ну а что такое Beast Cleave конкретно? Это БМ-охотник, соответственно, специализация повелитель зверей, Энх Шаманыч и Холи Паладин. И вот они вместе синергируют максимально атомно, потому что Хантер дает огромный урон плюс питомец, Энх, соответственно, дает свой безумный, но рандомный бёрст, и Паладиныч как бы не то, что просто стоит и хилит, а еще и как раз таки фридом может накинуть в случае чего, Станыч дополнительный, и по итогу получается очень даже неплохо. И как бы стратегия здесь максимально простая, вы упарываетесь в хила, там призываются волки, нажимается героизм, охотник прожимает там свою кнопку на усиление питомца, и при этом всем, да, нажимается W его вражеского хила, и доконечные уже в него упарываются. И на самом-то деле это достаточно весело, с одной стороны, но может быстренько надоесть, потому что, ну, понятное дело, окей, 20 каток вы так отыграете, 40 каток, но, блин, как будто бы там уже 100 каток в таком сетапе, достаточно однообразно по геймплею, быстро должно надоедать. Короче, кто бы там что ни говорил, но Энх Шаманыч явно фигура неоднозначная. И фановые билды есть через двуручку, когда огромные проки по урону вылетают. В моменте там практически ваншотнуть таргет можно. Да и в целом, даже если про эффективность немножечко забыть, в любом случае поиграть за Энха может быть фаново. Опять же, до того момента, когда в вас начнут заваливаться, фокусить и не давать дышать вообще полностью. Жду, кстати, под видосом ваши комментарии по поводу Энх Шаманыча. Как фактологически, скажем так, комменты по поводу
поводу плюсов-минусов и в целом, да, моего понимания данного класса спека. И ваше мнение касаемо того, стоит ли вообще пробовать Эрк-Шаманыч, может это будет интересно вам смотреть, а может заранее, как бы скажем так, что не надо. Давай-ка лучше что-нибудь такое поспокойнее. Пользуясь случаем, напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал, и там в том числе анонсы о стримах, которые происходят на Твичуге. Вот вам QR-коды, соответственно, вывожу. А если у вас есть желание получить мой дополнительный контент в виде различных гайдов по аддонам, по интерфейсу, по классам, в принципе, видосы дополнительные, ну или если вы просто хотите мой канал копеечкой поддержать, то приглашаю на свой бусти соответственный. Всех за поддержку благодарю. Ну а для самой элиты из элит есть еще спонсорская подписка на ютубе. Все, на этом же видос данный буду заканчивать, народ. Всем удачи, всем прогрессив в PvP, всем на сегодня. Пока.